А в это время в Англии наступило лето. Пока Маруся отдыхает и делает дела на Средиземном море, мы решили сделать Средиземное море у себя в саду. Вот примерно как-то так. Юрий сидит, отдыхает, пьет кофе. Значит, какой апгрейд у нас? Значит, решеточки, лампы, там фонарики, зонтик, пальмочка. Да. Что еще? Покрывала новые. Решили не менять подушки и решили просто застелить, чтобы сильно не тратиться, а в следующем году уже поменять мебель. Вот, еще одна пальма, значит, такая красивая. Рододендра. Такая. Вот, погода у нас шикарная. Тут я лежу, загораю. Оливочка, да. Юрий там сидит, комментирует. Вот. Так что, что вам скажу? Жду Марусю, пока она прилетит. Уже совсем скоро. И будем здесь, значит, сидеть, чилить. Походу, да, походу там в Турции погода не очень. А у нас уже третий день, 26 градусов, а завтра будет 30. Сейчас в обед 25. Я ехал 25 градусов. Вот, Юрий подсказывает. А завтра 30. Вот, значит, что? Отдыхаем, загораем, наслаждаемся жизнью. Ждем Маруську. Не перебивайте меня. Хорошо, извините, пожалуйста. В общем, все супер. На связи. Ну вот, наконец-то настал день, когда наша Маруська прилетела из Турции и привезла нам крутую погоду. Мы ее, конечно, ждем. Она скоро должна заехать, потому что мы не виделись давно. Неделю, 10 дней. Вот, приедет. Будем готовить ужин, вкусно кушать, отдыхать и пользоваться моментом, пока хорошая погода. Соседи, конечно, все гуляют. Не знаю, слышно, не слышно, но как-то так. Вот. И все. Ждем. Ну что, не прошло и пару часов, как мы приехали домой. И, конечно, мы уже приехали в гости с мини-подарками. Конфетки, мафетки, оливки. Блин. Закрыть надо. Ну так вот, приехали мы в гости. Красивый Милкин Гарден, который она сделала. Умничка. Умничка, умничка, умничка. Баксон. Приди, моя дорогая, будем обниматься. Так, ну вот, мы в гостях. И тут мы увидели какой-то апокалипсис, который происходит. Осы? Короче, я показываю. Нету как улей тут. Можно ходить? Я не знаю, будет ли видно, но здесь просто рой. Мама. Ну, мне надо заснять. Тихо. Не, Марусь, все, они сюда летят, пошли. Здесь просто... В общем, я не знаю, видите вы или нет, но здесь рой. Так, не бойся, сейчас Юрка разожжет. Должно помочь. Юрка разожжет дым, и они будут отпугиваться. И у тебя есть свечка с интронелло? Если ты поставишь, нету. Они сюда летят. Ну, в общем, я не знаю, видите вы или не видите, но здесь просто рой. Скорее всего, кто-то... Марусь, отходите, Юра, отходите, они сейчас психованные. Милка сказала, они психованные. Отходи. Надо разжечь, тогда они будут это... Не, садись, не бойся. Нет, я не хочу, я боюсь. Не бойся, садись. Не бойся. Ты их не трогаешь, они тебе ничего не сделают. Это я как специалист по всяким инсектам. Да, они уходят, Мил, смотри, они туда уходят.
Иди, иди, не бойся, ты их не трогаешь, они не тронут. Я как бывший этот. Как бывший садоводник. Тихо, не дышим, две здесь. Вот, да. Пиздец. В общем, рассказываю, там было быстро все хаотично. В общем, скорее всего, кто-то или улей дернул. Жесть. И здесь просто огромная туча. Это, Да, я конечно, знаю, что-то. другая ЧП. У нас тут осы только что, как будто улей кто-то разворачивает. Вот, Лен, туда посмотрите. Видишь? Вот осы летают. Огромная. 10 раз больше. Смотрите, чтобы они к нам не прибили. Не, они уже ушли. Под крышу. Да. Наверное, в сарае кто-то у себя нашел. Ну, вы представляете, как бывает? Сидим, значит, отдыхаем. Никого не трогаю. И в моменте просто большая, как я не знаю, как стая, не стая, как их назвать? Как, не знаю, как пчелиные... Рой, пчелиный рой. Осы, пчелы, в общем, что-то вот из этой серии. Нет, Пакста. Где? Я хочу посмотреть, видно. Да. Милка, аккуратно на ноге сидит. Жалюзи порваны. Милка, аккуратно на ноге сидит. Иди, где? Шучу, просто для видео. Вот так я люблю шутить. Ну вот, а мы продолжаем сидеть. Мальчики сейчас планируют. Смотри, они теперь там да, летают. да, да. Видишь, они как это ушли туда. Да. А сейчас они к тем соседям, которые музыку, они сейчас прогонят их. Вот, видишь, да? мальчики сейчас планируют разжигать мангал. И у нас сегодня будет что-то очень интересное, что мы покажем чуть позже. Так, Так. Офигеть. мангал. Юта, Но ожидаем что у нас быстрее, будет? они сюда идут. Ну что у нас будет? Я вам все покажу. А Слушай, пока я пойду манкейт отдыхаем. запомню, мне нравится это. В общем, прилетела моя Маруська, как с голодного края. Говорят, в Турции отменили еду. Сидит пупсик, кушает, да? Наяривает. Да. Давай кушай, пока горячая. Обратите внимание, сейчас прошу. Салатик. Все весьма диетически. Так что мы готовимся к лету, все как надо, чин-чинарем. Да. Вот, с погодкой у нас, конечно, повезло. Сидим, загораем, отдыхаем. Ждем дальше еды. В общем, купили, всегда покупаем пистолетики, баранины, а сегодня купили какой-то новый кусок. Марусь, ну как ты? Ну никак. Не понравился? Толстый? Ну, в Не- общем, он довольно-таки жестковатый. Вот здесь он мягенький, но вообще он жестковатый. В общем, вывод какой? При выборе вот этих больших кусманов и пистолетиков берите пистолетики. Они нежней, вкусней. Так, ну что, вечер продолжается. И то, что мы обещали вам показать, что мы сегодня делаем. А делаем мы сегодня... Ой. Хвосты лобстера на мангале. К нему еще будет заправка сливочно-чесночная. Ну, шикарно. Ну, надеюсь. Вот такая красота. И шеф-повар Юрис. Юрис. Да, Юрий. Когда приготовится, покажем вам, как это выглядит. И расскажем, естественно, как это будет на вкус. Но явно это будет все очень вкусно. А еще у Юрки с Милкой есть француз. И зовут его Бакс. Красавчик. Идёшка, классный такой. Да, да.
Да, только не передержи. Жарко тебе, да, парень? Жарко. Мариш, ты засняла, что мы жарим? А? Конечно. Нет, там что жарим. Конечно. Засняла? Да. Сейчас мы еще покажем, когда мы это чесноком с маслицем припудрим. Поставила, кстати, масло в этой микроволновке его растопила, закинула чеснока туда и поставила на мангал, чтобы оно не застыло обратно. Вот. Поэтому, как все это получится, мы вам расскажем, вкусно это или невкусно. Ну, в общем, вы поняли. Берем хвосты лобстера, выкладываем на мангал, поджариваем и обжариваем до готовности. Сверху, я так понимаю, мы поливаем маслицем с чесночком. Не, Зай, мы макаем. Мы макаем в маслице с чесночком и вкушаем дары моря с наслаждением. Да. Да. Так, ну что, Не знаю. прошло минут Я 7, считаю, что снимать надо. Особенно вот эти маленькие, они точно будут готовы. и они уже покраснели. Здесь у нас уже маслица. Покраснели-то, да. Я думаю, что они прожарят. Главное не пересушить. Не пыхти. Главное, чтобы они внутри проделались. Да, я думаю, даже креветка, она же там за 2 секунды готовится. Ну. Давай снимаем. Шеф-повар, что скажете? А? Снимите одну, посмотрите, как будет. Ну, у нас вот здесь по большой. Потому что это самая большая, самая... Вот это эту среднюю которая отдельно возьмите. покупали? Да. Да, это которая канадская или Это все остальные какая-то карибские? Карибская. Не, это наоборот. карибская, это канадские. Или канадский, или английский, наоборот. Нет, там нет английских, там только 2 варианта было, канадский и карибский. Там не было английских вообще. Ну, в общем, вы поняли. У нас карибско-английские... Какие еще? Канадский. Канадские хвосты лобстеров. Конечно, на данный момент уже трудно понять, где какие. А, Нет, не, ну тут понятно. это одна, да, да. это другое. Карибская, мне кажется, вот это. Не помню, что где. Давайте одну какую-нибудь. Ну, снимай большую. Подожди, а вот подними вот эту, покажи. Я считаю, что они все готовы. Покажи мне внутри. Мне кажется, может еще видно. Вот мне тоже кажется, как Да, будто ну, бы еще подержите хочется ещё, капельку. окей, ладно. Да, попробуйте, поверьте. За, на Так, горячую. пишите в комментариях, как долго вообще делать их. Первый раз экспериментируем. Ну, чем не шикардос. Ну, в общем, пишите свои отзывы, пишите свои вопросы, ответим на все. Да, по-любому. Попытаемся. Ну не, может уже и готово. А, может еще, знаешь, из-за сои такой цвет. А почему не здесь понял. соя? А ты к сое их? Я чуть-чуть сои, да, А. Это может Ну вот, еще и видите, мы немножко промариновали, оказывается, их в сое. Вот это я пропустила. Соя и чеснок. А. Ну? Ну-ка, видишь, оказывается, мы пропустили этап, что Юрка их мариновал в сое и чесноке. Ну да, но я ему сказала, что не надо было. Я хотела просто их пожарить, и потом ты чистишь, вынимаешь вот это мясо, макаешь в масло с чесноком и просто кушаешь. В сое вот не уверена, как это будет. Мне кажется, соя, наоборот, она высушит. Подсушит, да. Ну, посмотрим. Может быть, первый блин будет комом. Да, не видел мой телефон? Зачем? Нет. Так он заряжался, не? Короче, если это не это самое, то надо будет еще раз попробовать, еще раз купить и сделать дубль номер 2. И тогда будем определимся, что нам больше нравится. Ну, в общем, мы все это сейчас проверим, протестим, продегустируем и расскажем вам, нужно ли вымачивать в сое, не нужно ли. Если что, проверим еще раз. Ну, в общем, сейчас мы все это попробуем и расскажем вам результат. Ждите. Вскипело этого масла вместе с чесноком. Так, вот так эта красота выглядит. Соответственно, мы очищаем хвосты лобстеров, макаем в маслице и наслаждаемся. К этому всему у нас Я приложен не салатик знаю. с оливками. Ну, как-то так. Ну, в общем, у нас пошел процесс очистки. Мы, конечно, уже съели несколько штук. Вот поменьше, Всё, которые всё, это чистятся довольно-таки легко. Вот это огромная, это которая была канадская, Нет, это Карибская. карибская. Она чистится, конечно, очень сложно. Ее пришлось немножко ножницами. Но Ну, это не это омар.
Ну я, хорошо. я вижу по раскраске, это эти, Да. которые... В оригинале, конечно, все это чистится специальными щупчиками, ножницами, щипцами, да. У нас, конечно, все это, так сказать, первый раз. А вот, кстати, вот его можно было поменьше на мангале подержать почему-то странно. Он большой, он как будто к панцирю прижарился. А, да? Он же такой колючий, сволочь. Ну, вкусно. Обалденно вкусно. М. Ну, слушай, мне надо еще тут разрезать. И то даже можно было чуть-чуть поменьше. Даже. Думаешь, да? У тебя руки чистые, можно мне здесь надрезать? Давайте надрежем. Ну, руки нужно, чтобы не пачкать. Юрчик, ваше впечатление? Вкусно. Бомба. Обалденно вкусно. Мгм. Главное, самое интересное, что вот этот соус, это просто масло и чеснок, и дает обалденную изюмину. Да, не маргарин, Да, а масло. и главное, как сделать? Растопить масло и туда свежий чеснок пустить. Не растапливать вместе с чесноком, а просто потом пустить свежий чеснок. И чтобы... почему так делается? Чтобы чеснок не горел. Все, давай, дальше должно быть надо. Ну, показываем все как есть. Да, чтобы музыку потом тебя не забанили. Начинается. А, Поэтому надо разговаривать. разговаривать много, чтобы Да. ничего не было слышно. Вот, в общем, болтать будем много. Всякую Омары, лобстеры и все прочее. Значит, говорим просто бельберду для того, чтобы не блокировали нам YouTube из-за музыки. Ну, все, пошло. Так, вот он, карибский красавец. Знаете, это вам, мальчики, а это нам с Марусей. Будет кусочек, а потом хвостик поделим еще. Ну, Давай, Русь, давайте. давай. Ну, я долго буду держать, но... Уговаривать еще надо. Кушают они лобстеров, уговаривать еще надо. Марусь, Давай кушай. готова? Нет, давай, ну давай. М, Ну, ну, он впечатление? такой более мясистый, чем... Сейчас пожу. Мгм. Более мясистый, чем эти маленькие. Зая, Но маленькие мне почему-то показались вкуснее, потому что они более как будто сочнее. Маленькие вкуснее. Вкуснее, были. да? Я тебе сейчас дам Мгм. попробуй, ты поймешь, что я тебе говорю. Маленькие они вкуснее были. Не знаю. Да? Это отдает Болотом я говорю. болотом. серьезно? Ну, есть такое более морское, да. Но маленькие вкуснее. Ну, Не болото, морское. Тиной. Угу. Да. да. Ну, на, попробуй. Можно уклониться на тарелку? Да, тебе вкуснее. Они дешевле, Мгм. вкуснее. Угу. Маленькие вкуснее, правда? 100%. Да. И Нет, они это дешевле, цена. кстати. Угу. Да, это тиной дает. Да. Да, да. Ну так вот, мы перекусили, попробовали. Это, конечно, хороший стартер. Это отличный стартер. Эффектный. Если вы хотите кого-то поразить, это отличный эффектный стартер. Отзыв, ревью по этому блюду таков. Сами хвостики, не уверена, откуда они. Отличные, нежные, мягкие, вкусные. Но карибский немножко отдает тиной, морскими водорослями и чего-то. Это на любителя. Опять же, надо пробовать, смотреть, и кому как, конечно. Нам лично карибский окей, но не очень пошел. Сейчас послушаем отзыв всех моих друзей, соплеменников. Мила. Согласна полностью со всем, что сказала Марина. Вот эти поменьше, которые были, какие? Канадские? Скорее всего. Да. Они были очень вкусные. А они были почему вкусные? Они были более сочнее, не такие сухие. А вот который побольше, он был как будто, хотя мы одинаковые жарили, и он, казалось бы, побольше, он должен был дольше жариться, да? Но он был сухой какой-то. И отдавал тиной. Вот. Но Тягучий. все равно очень вкусно. Но это, как мы поняли, это такой прикольный деликатес для стартера, такой разогрев аппетита. Очень вкусно. И также повторюсь, очень важно обязательно делать вот это маслице с чесноком. Оно придает максимальный эффект этому блюду. Ну так назовем. Ваше мнение, парни?
что я могу сказать? Мое мнение, Очень да? вкусно Блин, было. рак с речки, нормально. Не, было вкусно. Да, вкусно, вкусно. Реально вкусно было и стоило этих денег. Ну все, завтра Ну, не, покупаем акваланг. наша точно канадские вкуснее. Канадские вкуснее, чем карибские, 100%. В общем, мы попробовали, мы рекомендуем, а дело ваше, пробовать или нет. В общем, мы все сидим. Я не знаю, как Маруська держится, конечно. Молодец. Она сегодня прилетела с Турции. Встала в 3 часа ночи. Вот. И что? спать в Держится, встала в 3. держится как солдатик. Кайфует. Проживает свою лучшую жизнь. Вот, сидит. Малыш. В фонариках вся такая. Говорит, что там Турция? В Англии лучше. Правда? Однозначно. Однозначно. Нет, Когда погода хорошая, классно. вернее, когда в Турции мы все вместе, это чок гузель. Вот. Учите турецкий. Да, это означает очень хорошо или там что там, ну в общем хорошо. Но когда в одиночестве, конечно, там немножко скучно. Поэтому, когда есть хорошие, любимые друзья рядом, это А еще и с лобстерами. Да. Вот. А что я хотела сказать, что мы сидим, ну, конечно, у нас тут непонятная погода, конечно, для Англии это чудо. Ну, не смотрите, что я сижу в одеялке сегодня вечером, прохладненько как-то, а я еще подгорела. Вот. Что мы удивляемся, у нас комаров в жизни-то не было никогда. И тут сегодня мы сидим, мне уже один в ухо залетел, тут все уже отмахиваются всеми возможными силами. В общем, все устали, на чили отдыхают, наелись лобстеров и... В общем, все классно. маленькое примечание. Секундочку. Маленькое примечание. Те, кто прилетел только что из Турции, комары не берут. А, да? Да. Мгм. Просто не видят. Там потому что очень холодно было, по-моему. Маруська, ну где было теплее, здесь или там? Но там другое солнце. Оно там печет. Так конкретно печет. Но в этом году, конечно, погода немножко там не радует, немножко прохладненько. Нет, ну просто сезон запоздал. Вот. Но все будет хорошо. Через 2 месяца мы возвращаемся. Бывает, Возвращаемся с новыми историями. Не забывайте, что в этот раз, конечно, красивых мест не показывала. У нас была другая цель — ремонт. Поэтому все красивое, красивые места, интересные рестораны, море. Мы покажем все вам в сентябре. Да. Оставайтесь с нами. А до этого будет просто жизнь. Вот, короче, все. Всем пока. Что мы хотели сказать? Ну, надо сегодняшний вечер как-то завершить, поэтому подписки, лайки, комментарии. Неважно, плохие или хорошие, пишите любые, мы будем только рады. Ты покажи красоту, которая у нас тут зажглась вся.